Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события октября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Карты нам не расскажут о личной истории каждого из вас. Но вы люди интуитивные, я думаю, определенно свой инсайт вы получите. Какой-то свой вопрос сможете просчитать на пару шагов вперед. Мы разложим карты вот таким вот веером. И первая карта у нас будет важное событие. Что для вас будет, может быть, на повестке дня в октябре наиболее актуально. Вторая карта – неожиданные события, которые могут произойти, по мнению карт, или, может быть, какой области жизни это будет касаться. Что завершится, по мнению колоды Золоченого Таро, а какие новые двери будут для нас открыты. Что нам может помешать? Давайте узнаем. И что будет помогать или радовать. И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни: дело, работа, бизнес. Далее, что по финансам, как видят карты. Личная жизнь. И совет от карт, чтобы как-то объединить все то, что выпало до последней карты. Итак, давайте будем смотреть, будем открывать важное событие. Семерка кубков называет эту карту картой иллюзорного успеха. Значит, для вас, мои дорогие скорпионы, важно с чем-то определиться. Может быть, по этой карте, знаете, семерка, во-первых, по нумерологии нет какой-то спешки. Это, если мы говорим, любая 6 в колоде Таро – это победа. И после победы и всегда следует какая-то пауза. И по нумерологии все действия или активность, она тоже происходит как будто в 6 стадий. А 7-я – это как перезагрузка. Вот чем-то наподобие перезагрузки для вас может быть октябрь. Может быть, это совершенно необходимо. И планетарно, надо сказать, мы можем от чего-то одного отказаться в пользу чего-то другого. Или мы будем стоять словно на выборе, и не факт, что прежнее наше какое-то решение или видение процесса, темы, задачи, оно совпадет с тем, что вы захотите сделать. Самое главное, видимо, вот именно правильное направление. У нас 7 кубков, а выбрать нужно что-то одно. Может быть, в одной какой-то сфере принять важное решение или сделать выбор. И потом остальные сферы вашей жизни, они словно догоняют ту первую или основополагающую, и тоже произойдут какие-то перемены. Но мы не должны где-то проблагодушествовать. Розовые очки мы одеть тоже не должны. Может быть, будет для вас октябрь таков, что много положительных эмоций, и где-то для нас это может такой, знаете, как релакс наступить, когда да не хочется ничего, пусть все идет так, как идет. Ну, давайте мы посмотрим неожиданные события, как видят карты. Правда, я бы тоже сказала, да пусть все идет, как идет. 10 кубков, карта счастья, карта возможностей. Может быть, это сопряжено с вашим теперешним союзом, если вы человек семейный или вы в паре, а для кого-то из вас, да кто знает, с учетом 7 кубков мы, правда, можем с кем-то познакомиться, или, может быть, вы недавно познакомились, и быстро развивается ваш роман или ваши отношения, и вы будете уже думать о чем-то, ну, более серьезном, как упорядочить ваши отношения или как начать жить вместе, практически семьей. А для кого-то из вас неожиданные, может быть, события, которые касаются ваших близких людей. Но все-таки карта нам такая, знаете, счастливая выпадает, и поэтому что-то радостное, какое-то радостное событие, известие, новость вас определенно порадует. Давайте мы узнаем, а что же тогда завершится, в чем мы поставим точку. У кого-то будут как известия, допустим, это к вам приезжает человек. Может быть, ваши отношения были на расстоянии. Или, мои дорогие скорпионы, может быть, вы встречались с человеком, а у нас рядом карта 10 кубков, вы придете к выводу, да, мы будем жить вместе. У кого-то такое может проиграться. Как будто уход, да, ну, уход не в плане
ваш от кого-то, хотя у кого-то и так может проиграться из одних отношений выход и переход в другие. Вот тут такие метаморфозы в октябре, это дело нормальное. Мы с чем-то ведь определяемся, мы сказали с вами. И здесь может проиграться еще и такой момент, когда вы, допустим, планировали переехать от родителей или наоборот к родителям, или сам по себе куда-то переезд вы планировали. Что-то вы сможете осуществить из разряда даже перемещений, связанных с вашими жилищными вопросами. Для кого-то из вас это может быть как расставание, как я уже сказала, с прежним человеком. Для кого-то из вас это может означать смена работы, которую вы будете планировать, и, может быть, какое-то предложение поступило, которое, ну, какие-то, как и новые перспективы, так и способы заработка. Все же у нас рядом десятка кубков, неожиданностях есть какое-то приятное событие в вашей жизни, когда вы можете сделать что-то, знаете, совершенно по-другому. Не так, может быть, как поступили бы раньше. Но для вас это будет очень вдохновленное, как и состояние, вы остаетесь чем-то довольным. Правда, у кого-то завершится, может быть, как известие, может быть, кто-то из ваших близких собирался уехать далеко, а здесь вы получите свидетельство о том, что человек передумал и никуда не едет. У кого-то банально и так может проиграться. Но есть все же перемещение, переезд или какие-то перемены. Вот они как будто завершаются. То, что было непонятно, встает на свои места, или вы уже четко знаете, в каком направлении будут развиваться события. Да, метаморфозы могут быть, но они вам дают какую-то, знаете, уверенность через то, что вы словно будете видеть, а может быть и предчувствовать, мои дорогие скорпионы, в какую сторону движется дело. И это предчувствие, скорее всего, вас не обманывает. Давайте мы посмотрим, какие же новые двери будут перед вами открыты. И по тройке пентаклей это, знаете, смена нашего статуса, по сути дела. Хотя сама по себе карта ученичества. И мы можем, правда, пойти куда-то учиться, либо совершенствовать уже теперешнюю специальность, профессию, а может быть, просто языки пойдете учить, или вас что-то вдохновит, заинтересует, и вы захотите себя попробовать в новом деле, в новом ремесле. И мы можем даже начать бизнес с нуля. И у нас как будто получится. Все то, что мы изучаем, может быть, вы будете изучать законодательство или как правильно делать какие-то отчеты по вашей работе. Это тоже очень сложно с учетом каких-то электронных систем, каких-то форм, но значит вы приобретаете знания, и по этой карте как будто мы знания не ради любопытства приобретаем, а мы в последующем, основанные на этих знаниях умения, переложим в какой-то материальный успех, что само по себе тоже прогрессивно. Смена статуса ведь полагается по этой карте, поэтому у кого-то смена статуса может проиграться где-то через новые отношения, но это больше карта самореализации, когда мы какую-то свою идею или тему, то, что нам интересно, воплощаем в жизнь, и это перед нами открывает еще в дальнейшем как и перспективы, так и финансовую стабильность. Здорово. Что может помешать? Или чему сейчас не время? Вот разбирательством, сказал бы, не время. Не время риску, кстати. По этой карте мы должны быть честны сами с собой. Не одеть розовые очки, правда. Семерка кубков у нас выпала в самом начале. И как бы мы не были тут вдохновлены, есть какая-то область жизни, к примеру, мы должны оформить какие-либо документы или сделать что-то четко. Может быть, это проиграется как решение каких-то финансовых тоже вопросов, но чаще это просто в целом говорят, первое, быть честным самим собой, где-то не нарушаем мы закон, где-то мы не говорим, я с тобой разберусь, никому не угрожаем, все-таки это позиция, что нам может помешать, когда мы думаем тогда, что на нашей стороне как будто находится закон, а мы, предположим, даже не знаем, как это проиграется в каких-то подзаконных актах. Поэтому, когда выпадает в этой позиции карта
справедливости. Здесь надо понимать, что по справедливости мы ведь все равно какие-то нюансы можем, ну, как не дочитывать. Недочет может быть с нашей стороны из-за каких-то незнаний. Тут и правда у кого-то будет, может, вы пойдете изучать именно какую-то юриспруденцию или какую-то часть, может быть, по интересующей вас специальности или в каком-то направлении, чтобы разобраться с каким-то вопросом. И так это тоже может быть. Но мы не делаем никаких громких заявлений и не подвергаем себя риску. И когда выпадает эта карта, я всегда говорю, мы даже за рулем своего авто не должны превышать скорость. Мы не должны быть небрежными, мои дорогие скорпионы. Даже если вы 1 100 000 раз сделали что-то вот каким-то определенным образом, и у вас это уже вросло в привычку. Вот где-то привычка, пусть она для вас уже как родная, но она как-то не согласуется, может быть, с законом. И мы можем себя поставить под удар, если будем действовать как прежде. Понимаете, вот продумайте этот тонкий момент. Не должно быть противоречия между вашими действиями и то, что по закону. И даже улицу мы переходим в том месте, где положено, а не так, как всегда. Потому что, когда выпадает эта карта, знаете, бывают такие моменты, все-таки это в позиции «чему сейчас не время». То есть, когда мы вроде бы как есть элемент самоуверенности, мы точно знаем, что всегда прокатывало, например, да, ну так бывает. А вот здесь вот возьми да не прокати. Вот что-то вот такое. Поэтому берегите себя, мои дорогие скорпионы. Что будет помогать вам? 6 пентаклей, карта финансового успеха, получения денег, когда, правда, у вас практически, как и новые перспективы на будущее в октябре, как и по личной жизни, тут какие-то приятности, но в том числе и финансы, тоже они как будто у вас все в балансе. Не случайно 10 кубков. Это, знаете, всеобъемлющее вот такое благополучие подразумевает карта. Ну, наверное, по 7 кубков есть от чего голове закружиться, значит, будут для вас какие-то очень приятные не просто моменты, а периоды в октябре. И это само по себе здорово. Финансовый успех буквально помогает. Просчитаем или что-то вы сможете для себя в плюс сделать, может быть, на будущее. Но по 6 пентаклей есть такой момент. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. И несмотря на благополучие этой карты, мои дорогие скорпионы, не предусматривается, что мы кому-то даем в долг. Вот это имейте в виду. Дела, работа, бизнес. Давайте мы узнаем, что нам скажут карты. Правда, какой-то новый проект или быть легким на подъем, или могут предложения какие-то поступить, может быть, как бизнес, партнерство. Может, знаете, сложиться такая ситуация, когда вам захочется, или вам вдруг спонтанно предложат себя попробовать в новом деле. Или вы сами загоритесь какой-то новой областью, вам захочется ее и изучить, и себя попробовать в ней, в каком-то деле, в ремесле. Или как вариант получить новую должность. И, может быть, из этой новой должности вам будет предложено, допустим, сделать какую-то работу. И как будто нужно соглашаться. По этой карте нам говорят, что ничто так не постоянно, как перемены. И поэтому, кстати, первое, не рекомендует эта карта давать кому-то обещания на долгий период. Или верить обещаниям, когда нам говорят, да я тебе помогу. Или я решу этот вопрос. Ну или еще там что-то такое с точкой, какие-то вердикты. Почему? Если карта говорит про перемены, то у человека что-то поменяется, у нас что-то поменяется. И поэтому мы не должны в каких-то обязательствах как будто присутствовать или надеяться на человека, на его обещания, потому что у него тоже своя какая-то жизнь, и он наши какие-то темы или то, что он нам даже пообещал, а у него наперед сложится какая-то другая ситуация, когда вынужден будет собой заниматься, он тогда про нас просто забудет. Поэтому надеемся сами на себя. Возможность риска должна быть исключена. Но попробовать, как будто в новом деле, это для нас будет святое. Мы для себя откроем какие-то новые возможности или ваше какое-то умение новое. И мы очень быстро можем стать профессионалами по этой карте
в каком-то новом деле. Кстати, открыть бизнес с нуля, как интернет-проект, по этой карте проигрывается великолепно. Поэтому подумайте. И, кстати, мы со всеми договоримся. Как нам тут ведь, по сути, жонглер показан, поэтому игра какая-то происходит. Не относись к чему-то слишком серьезно. Но эта карта дает возможность согласовать очень многие вопросы. Может быть, и по документам в том числе. Но мы помним, что у нас аркан справедливость, и мы где-то себе не должны замылить глаза эмоциями или одеть розовые очки. Какая-то конкретика от нас потребуется. Что-то не прокатит, понимаете, в том варианте, в котором мы предполагали. Или то, что было где-то по прежнему шаблону. Вот здесь так не получится. Но с элементом новизны легко. Давайте мы узнаем, что у нас по финансам. И здесь у нас рыцарь Пентаклей, один из самых надежных рыцарей, который едет медленно, для того, чтобы все подмечать, что происходит вокруг. Это для вас будет важно именно в плане финансов. Может быть, у вас свой бизнес, или это на работе, для того, чтобы как укрепить свое собственное положение на сегодняшний момент, если вас все устраивает, так и какие-то перспективы на будущее. Тут нужно вовремя как будто оказаться в моменте здесь и сейчас. Для этого нужно слушать, что люди говорят и делают, подмечать, видеть какие-то свои перспективы и потихонечку себе вот так вот какую-то, ну, как путь жизненный прокладывать в плане пути материального. Почему я так говорю? Потому что вот тот самый марафонский забег, мы как будто начинаем какое-то дело, или, может быть, вы продолжаете, но есть коррекция с элементом новизны. То есть, может быть, даже по вашему месту службы, работы будут меняться какие-то правила или регулировки, и вам надо будет отстроить новую свою собственную политику или тактику на длительный период времени. По этой карте нам тоже обещают финансовый успех. Это то, что у нас никто не заберет. Это то, что нам будет служить долгие годы. Это то, что в рост и с таким хорошим капиталом, то есть на длительный период времени. Вот что-то такое финансово вы себе можете заложить уже в октябре. В личной жизни по пятерке жезлов называю эту карту информационного хаоса, когда много разной информации. Ну, нам про любовь уже сказали, десятка кубков, но помимо всего много информации просто будет, видимо, в течение октября месяца, и она будет разношерстная. И нам уже сказали, будь честен сам с собой. Может быть, желаний или возможностей нам будет так казаться, что очень много. А у нас выпадает семерка кубков, и нам говорят, выбери что-то одно. Для кого-то из вас будет желание изменить свое окружение, круг общения. Вы можете прочувствовать, что вокруг меня обстановка как-то меняется. Людей очень много. Некогда будет расслабляться, правда, мои дорогие скорпионы? Так и информация очень противоречивая, разношерстная. Допустим, в один день могут прийти совершенно 3 разных по одной теме известия, и вам придется благодаря своей интуиции где-то быстро профильтровать, что сказали люди, или что пришло на ваш порог, что есть истина, а что есть что-то ложное, то, что нужно как можно быстрее где-то отметать. То есть работа сама по себе мысли, интеллекта и работа с разными людьми. Видимо, где-то это может драйва в жизни вам добавить. Может быть, для кого-то это и будет приятно, это будет нравиться. То, что нет застоя в первую очередь. Но будет и напряжение по пятерке жезлов. И где-то нам эта карта дает совет. Не верь всему, что первые вот моменты слышишь. Потому что услышал новость одну утром, например, в обед ты можешь получить какое-то другое касаемо этой темы, известие, а вечером придет еще одно, третье и отменит 2 предыдущих. Вот это где-то по двойке пентаклей, то, что я говорила. Ни вердиктов не выносим, никому ничего не обещаем. Сама по себе тема перемен в октябре будет ощущаться. Что-то меняется в пространстве. Давайте совет от карт. Тут, знаете, мы можем столкнуться, конечно, с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха. Близнецы, весы, водолей. Может быть, это ваш партнер, и вы будете что-то с ним планировать на будущее, или какие-то вопросы у вас
на повестке дня будут в октябре. Это карта еще высоких инстанций, начальников, людей, которые наделены властью, какими-то полномочиями. И значит, какой-то наш вот такой рационализм, логика, холодность суждений будут очень важны. Есть, безусловно, много положительных моментов для вас, мои дорогие скорпионы, но решая вопросы на злобу дня, эмоции нам будут не лучший подсказчик или помощник. Для кого-то из вас иногда по королю мечей проходят вопросы, когда мы обращаемся к узким специалистам. У кого-то банально, может быть, дома, правда, у нас десятка кубков выпадало, ремонт или какое-то обустройство, вы что-то делаете такое, что в жилище потом более комфортно вам будет, или как-то улучшено, реструктурировано. Может такое проиграться, что вы вызовете специалиста, чтобы вам решил, там, может быть, что-то с коммуникациями, но предположительно. Проходят люди, работающие с металлом, и узкие специалисты, но проходят еще и врачи. Поэтому для кого-то может быть стоматолог, или вы захотите пройти словно обследование и наверняка узнать о себе что-то конкретное, каково мое состояние здоровья по факту. Может быть и так. И карта нам тогда говорит, если есть какое-то недомогание, то тогда ты не строй догадки. Может быть так, а может быть эдак. А как будто нужно обратиться к людям знающим, тем, кто профессионалы в этом направлении, либо в этой области. И, например, у нас есть карта справедливость. Значит, если мы не уверены, вот тут лучше просомневаться где-то в себе и добавить знаний, чем, знаете, абсолютная уверенность в самом себе, она может сослужить медвежью услугу. И вместо того, чтобы узнать, как работает, допустим, в отношении нас закон тот или иной, даже оформляю документы или даже просчитываю какую-то свою перспективу. Здесь нужно, чтобы тоже правда согласовывалось с законом. И мы можем обратиться по этой карте как к юристам, как к адвокатам или еще какой-то свой вопрос решать посредством людей, которые, знающие в этой области, они могут дать, как и ценный совет или помочь что-то оформить, решить какие-либо вопросы, так и брать ответственность за свои слова, то есть те, которым мы можем доверять. Интересный месяц, мои дорогие скорпионы, перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.